Здравствуйте, дорогие друзья! Вас продолжает приветствовать канал Доктор Желчь и его постоянный автор и ведущий доктор медицинских наук, профессор Виктор Владимирович Картавенко, врач восстановительной медицины высшей квалификационной категории. И сегодня абсолютно, может быть, неожиданно для многих из вас прозвучит тема вегетососудистая дистония. Итак, почему неожиданное? Какое отношение канал Доктор Желчь имеет к вегетососудистой дистонии? А оказывается, дорогие друзья, именно изменение в оттоке желчи имеет самое прямое отношение к формированию такого зачастую ужасного синдрома комплекса, как вегетососудистая дистония. Начиная с 1921 года диагноз вегетососудистая дистония был официально введен в реестр заболеваний, но была международно признана классификация медицинских диагнозов, и вегетососудистая дистония стала занимать очень такую превалирующую роль синдрома комплекса людей. С чем это было связано? Дело это было связано с тем, что западно ориентированные медики, то есть западные медики, не очень хорошо, в отличие от восточных медиков, понимали природу формирования так называемой вегетососудистой дистонии. А теперь, пожалуйста, обратите внимание вниз. Вы видите, как перед вами идет формирование причин, которые и вызывают так называемую вегетососудистую дистонию. Река, которая течет с гор и которая пытается здесь, в акватории бухты Неба, попасть в Черное море, она застаивается. Она застаивается. Точно так же в сосудах, точно так же в ликварной или в жидкостной системе организма происходит застой желчи, застой жидкости. С чем это связано? Это связано с тем, что не хватает интенсивности движения желчи, не хватает импульсов пищеварительных, которые бы продвигали эту желчь. На сегодня очень многие гастроэнтерологи, очень многие клинические диетологи, очень многие неврологи, невропатологи, нейрохирурги и так далее, связывают это с нарушением эластичности сосудов. Так вот, недостаточность эластичности сосудов, недостаточность пластичности сосудов в человеческом организме как раз таки связана с тем, что происходит системный застой желчи. И как в природе, в месте застоя медленно, наверное, формируется образование болота. Посмотрите, пожалуйста, вниз. Это предтеча болота. Точно так же и в сосудистой системе организма происходят те же самые моменты. Но стоит природе разразиться катаклизмами, стоит природе разразиться какими-то, будем говорить, природными катастрофами, когда все это смывается и все это уносится. Куда? Все это уносится в море. Точно так же и в природе человеческого организма формируются вот эти самые предтечи. Не выдерживают почки, не выдерживают надпочечники, не выдерживают, так сказать, отрицательное давление в области брюшной полости, и наступает сосудистая катастрофа. Так вот, для того, чтобы не избежать сосудистой катастрофы, для того, чтобы избежать предтеч сосудистой катастроф, которые называются вегетососудистыми дистониями, вам надо приезжать к нам сюда, в санаторий Белая Русь, и получать безопасное лечение, безопасную профилактику, безопасное оздоровление нашими авторскими программами профессора Картавенко. Пишите, звоните, обращайтесь, жалуйтесь. Будьте здоровы вместе с нами. Будьте здоровы вместе с нами.